Действие договора найма служебного жилого помещения не прекращается автоматически в момент увольнения работника. В силу этого оснований для применения к отношениям по выселению из занимаемого служебного жилого помещения срока исковой давности, исчисляемого с даты увольнения работника, не имеется. Прокурор обратился в суд с заявлением в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ШСД о выселении из служебного жилого помещения. В обосновании иска прокурор указал, что 7 июня 2010 года с ШСФ на период его работы в квартирно-эксплуатационной части Минобороны России, далее КЭЧ, заключен договор найма служебного жилого помещения. Квартира предоставлена на состав семьи из 3 человек, включая ШСФ, его жену и дочь. 25 октября 2010 года ШСФ уволен из КЭЧ по собственному желанию, однако предоставленное служебное жилое помещение ШСФ и члены его семьи не освободили. Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований прокурора, суд первой инстанции по заявлению ответчика применил к спорным правоотношениям срок исковой давности. При этом суд исходил из того, что 3-летний срок исковой давности для предъявления требований о выселении ответчиков из служебного жилого помещения исчисляется со дня увольнения ШСФ. 25 октября 2010 года. И на момент обращения прокурора в суд с заявлением является пропущенным. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, указала на ошибочность выводов судов. Как установлено судом, на момент рассмотрения дела в суде спорная двухкомнатная квартира, закрепленная за Министерством обороны Российской Федерации, находилась на балансе ВКУ Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений. До 2011 года указанное жилое помещение находилось на балансе КЭЧ. С 20 ноября 2007 года по 25 октября 2010 года ШСФ состоял в трудовых отношениях с КЭЧ. 7 июня 2010 года между КЭЧ и ШСФ на период его работы в КЭЧ заключен договор найма служебного жилого помещения. Данное жилое помещение предоставлено на состав семьи из 3 человек. Приказом начальника КЭЧ от 25 октября 2010 года ШСФ уволен из КЭЧ по собственному желанию. Как следует из поквартирной карточки и выписки из финансово-лицевого счета, ответчики проживают в спорном служебном жилом помещении. Заявление прокурором подано в суд в мае 2015 года. В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности в соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ составляет 3 года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 названного кодекса. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, пункт 1 статьи 200 ГК РФ. Применяя по заявлению ответчика исковую давность, суд исходил из того, что права собственника жилого помещения являются нарушенными со дня прекращения трудовых отношений ШСФ с КЭЧ, поскольку с указанного момента договор найма служебного жилья считается прекращенным, а у наймодателя возникает право требовать выселения ответчика и членов его семьи из незаконно занимаемой квартиры. Между тем данный вывод суда не основан на законе. В соответствии с частью 3 статьи 104 ЖК РФ договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо пребывание на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения. Согласно части 1 статьи 103 ЖК РФ в случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 и частью 2 статьи 103 данного кодекса. По смыслу приведенных выше норм права, прекращение трудовых отношений с работодателем, предоставившим жилое помещение, служит лишь основанием для прекращения договора найма служебного жилого помещения,
но не влечет за собой автоматическое прекращение договора в момент увольнения сотрудника. Договор найма служебного жилого помещения сохраняет свое действие вплоть до его добровольного освобождения нанимателем, при отказе от которого гражданин подлежит выселению в судебном порядке с прекращением прав и обязанностей в отношении занимаемого жилья. С учетом того, что возникшие между сторонами правоотношения, регулируемые нормами жилищного законодательства, носят длящийся характер, а договор найма служебного жилого помещения, на основании которого ШСФ совместно с членами семьи продолжает занимать жилое помещение, не прекратил своего действия, оснований для исчисления срока исковой давности село даты увольнения ШСФ. Иск о равной применении исковой давности в рассматриваемом споре у суда не имелось. Поскольку в связи с принятием решения об отказе в удовлетворении заявления прокурора исключительно по мотиву пропуска срока исковой давности фактические обстоятельства дела судом первой инстанции не исследовались и не устанавливались, судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.